Здравствуйте, представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы. Таро расклад. Неожиданности и сюрпризы июля. События до конца месяца. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. И у нас сегодня наш расклад будет выполнен в двух частях. Первое – это у нас цыганский пасьянс, на котором мы узнаем сами по себе события. Вот как раз эти карты больше описывают действия или то, что может произойти. Ну и дополним, конечно, картами Таро, где-то психологическая такая сторона вопроса, что мы чувствуем или как мы относимся к каким-то неожиданностям, или раскроем дополнительно, как бы больше информации получим по неожиданностям и сюрпризам, как это видит Таро. Конечно, будем реалистами, потому что все же расклад, он не расскажет о тонкостях и перипетиях каждого из вас, мои дорогие. Но у кого-то может и вообще не сойтись. Тем не менее, я надеюсь, что вам поможет наш прогноз, расклад, именно потому, что жизнь наша не бывает полностью предсказуема. И мы можем что-то запланировать, но часто вот бывает быстро вдруг меняются события или происходит то, о чем вы даже, может быть, и не думали. Давайте узнаем. Я смотрю за выпавшими значениями карты. Вы, пожалуйста, следите. Если я что-то пропустила, напишите. Мы обсудим. Итак, что же для вас смотрим? Неожиданности и сюрпризы июля. Для львов и львиц. Так, пока не увидела. Вот есть переживания по какому-то поводу. Это просто вот череп, да? Нам не говорят ни о каком действии. Это то состояние, которое внутри нас. По сути, это какие-то сомнения и ненужная глубокая философия, которые как раз ни одна карта до этого не совпала, точнее, значение. И поэтому карты говорят, что мы можем себе сами как будто создавать какие-то ненужные препятствия. И вот, кстати, дважды, наверное, правильность моих слов может нам казаться, что что-то сейчас произойдет. Я не говорю, не утверждаю, безусловно, что это для всех. Но очень интересно выпадают карты, поскольку, смотрите, карта или значение креста – это как карма, судьба. Вы можете ощущать, что правда, я в данный период времени, как будто завишу от каких-то обстоятельств. Или я чувствую, что есть события, происходят в моей жизни, когда мне приходится плыть по тому фарватеру, в который меня как бы окунает судьба. И некоторая неуверенность, она вполне обоснована. О чем нам еще говорят карты? Ведь нет помех. К примеру, первая карта, маска выпадает, да, но ее вторая часть, ее еще даже мы не достали, это значение скрытого врага. Его нет. Это уже само по себе хорошо. Дальше выпадает колокол, да, вот, к примеру. То есть это мы как ждем, можем ожидать каких-то таких известий, которые нас ставят в тупик. Но это тоже вот в разных проекциях выпало. И нам говорят, это, как, знаете, бесполезные переживания, мои дорогие. Поэтому тут действительно какие-то судьбоносные перемены у вас до конца июля точно происходят. Могут быть какие-то, вот, кстати, переживания и дальше мельница. Это пустые разговоры. Что это? Это, знаете, чье-то чужое мнение, которое пытаются нам навязать. Мои дорогие львы и львицы, сплетни, увы, вы люди видные, импозантные, львов видно всегда. Будь то мужчин, будь то девочек. И, всегда найдутся какие-то злопыхатели. Но это не имеет никакого дела, никакого значения. Это не меняет какую-то вашу нежизненную траекторию. И я бы даже сказала, это вам даже не осложняет жизнь. Да, какой-то действительно такой человек не совсем с добрыми намерениями, увы, может быть на самом деле. Почему говорю? Потому что совпадает у нас, вот видите, змея. Змея – это как раз пролезть. Это то, что в глазах одно, как бы нам транслируют, в глаза точнее,
А за спиной, как только дверь закрываем мы двери, начинается какое-то обсуждение. Это именно может быть как элемент того, что вы не похожи на других. И есть определенная у кого-то злость. Почему? Она более счастливая. Может быть, у вас и своих проблем выше головы. Но кто-то, глядя на вас, может думать: ох, все легко и просто. Увы, мы от этого не застрахованы в нашей жизни, но тем не менее, есть такая поговорка: собака лает, караван идет. Вот правда, ваш караван все равно идет, потому что тут же нам показывают карты, вот якорь – это уверенность. Вот пустые какие-то разговоры, и вы можете это чувствовать, что, ну вот, необоснованно. Может быть, вы и знаете где-то, ведь это по змее, это тот человек, может быть, который ждет, когда мы какую-то оплошность совершим. Поэтому будьте внимательны, мои дорогие львы и львицы, к своему окружению. Это факт. Может быть какое-то предложение. Посмотрите конверт. Получение важного документа. Возможно, вы его уже ждали. Или по поводу обсуждения как раз получения, как я уже сказала, документа или какой-то важной бумаги. Или, может быть, вам кто-то собирается даже по работе сделать предложение. И вот это обрастает слухами. Опять же, из-за того, что предлагают вам, а не кому-то другому. И этот кто-то другой, может быть, как раз и рассчитывал, ну, где-то вас обойти, а у него не получается. Уверенность, якорь выпадает у вас. Или, мои дорогие, иногда вот этот конверт, у меня этот пасьянс уже достаточно долго, давно, я знаю, он как предвестник получения денег или какой-то большой суммы, или если мы говорим даже про работу, это та сумма, которая, ну, как оклад или какие-то бонусы, или, может быть, предложение о новом статусе в работе, новой должности в работе. И тогда может свидетельствовать и документально, и где-то о том, что ваш гонорар будет увеличен. Я не говорю это для всех, но, правда, у кого-то это может проиграться, мои дорогие солнце. Вам никто не помешает. Но, видимо, за счет того, что вы видны, правда. И этого уже не скроешь. Вам по судьбе, мои дорогие львы, солнце. Нечего добавить. Посмотрю еще, что тут совпало у вас. И вы тоже посмотрите. Перемешаю пока карты Таро. Сделаем это так. Правда, не вижу совпадений. Может быть, вот это июль месяц, вторая половина, будет как раз посвящена решению многих вопросов по части работы. Или то, что, ну, сложно трактовать, ведь что тут добавить, да? Мало того, что нам сказали про судьбу, так еще и показали солнце. Но в целом, подведя итог, я могу сказать, что у вас, может быть, даже в самом конце месяца, как что-то меняется, или вы сами где-то это можете чувствовать, что пора выруливать на обгон. Вот такой момент может быть. А у кого-то, вот посмотрите, что у вас. Такие замечательные карты переворачиваются. Двойка чаши мы ее положим здесь. Это карта любви, это карта искренних отношений. Поэтому даже если мы говорим про работу, например, да, двойка чаш – это есть тот человек, который вас готов поддерживать, который вас видит таким или такой, какая вы есть. Эта карта еще может свидетельствовать о дипломатии, о том, что вы умеете со всеми договориться, о том, что, в принципе, есть люди, которые к вам относятся лояльно. Но это все вторично, мои дорогие. Первично это все-таки про любовь. Поэтому у кого-то из вас вопросы личной жизни. Но как-то вот это все образуется. Не случайно и уверенность по судьбе, да еще и солнце. Может быть, какие-то очень важные вопросы вы оговорите, обсудите с вашим партнером, больше будет ясности. У кого-то по судьбе, правда, может так судьба поворачивать к смене вашего статуса, кто знает, через личную жизнь. Или, может быть, как встреча с человеком, даже если вы один или одна, как новое знакомство. Давайте я сама спрошу, неожиданности и сюрпризы добавим. Ну, деньги.
Нам уже об этом говорили, увеличение вашего оклада, увеличение заработков, у кого-то вторичный доход, девятка пентаклей, карта самодостаточности, карта статусная, когда мы никуда не торопимся, не спешим, потому что у нас все под контролем. И под контролем даже как бы часть, если можно так выразиться, последующих либо событий, либо возможностей, когда мы уверены в дне сегодняшнем и также смело смотрим в завтрашний. Потому что, опять же, вот это самая уверенность, это карта самодостаточности. Но у кого-то конкретно денег. То есть деньги есть, деньги будут. Неожиданности и сюрпризы. Может быть, для кого-то из вас как сюрприз будет, что вам предложат у кого-то должность. У кого-то, если вы занимаетесь собственным творчеством или каким-то ремеслом, дополнительный заработок, значит, там тоже во вторичном каком-то доходе, там могут быть как своеобразный финансовый прорыв. То есть деньги приходят к вам, мои дорогие львы и львицы, но семерка мечей говорит нам все же, будь осторожен, неожиданности. Правда, какого-то вашего скрытого недоброжелателя или тот, который, вот как змея, затаился, его может, ну так, аллегорически говоря, прорвать. Он может выйти на эмоции, тем самым он себя раскроет, и вы будете знать, кто же вам друг, кто вам враг, а кто так. Вот те, которые так это тоже. И я бы сказала, с врагами все понятно, с друзьями как бы тут тоже, но вот те, которые не говорят ни плохо, ни хорошо, так и жди от них каких-то сюрпризов. Карта хитрости, изворотливости, когда это может быть со стороны, и иногда эту карту называют картой вора, поэтому будьте внимательны, предельно. Кошелькам, сумочкам, паролям аккаунтов. Может быть такая ситуация, что за вами как будто кто-то наблюдает, мои дорогие. Все же змея, где-то так. И поэтому вы не должны какую-то оплошность совершить. Здесь нужно быть очень вдумчиво осмысленным. Контролировать, ну, своеобразное критическое мышление, внимание к деталям, кто вас окружает, что окружает, конкретно какая обстановка, ситуация, и какие действия вы буквально четко предпринимаете пошагово. И тогда вы сумеете вовремя обозначить для себя место возможной опасности, если мы говорим про людей, или через общение, допустим, тоже поймете, где те люди, которые, условно говоря, не вашего круга. Будьте хитрее, правда, как будто без этого невозможно. Люди будут хитрить, и у вас другого не остается. Неожиданности и сюрпризы. Смена статуса. Ну, вот все то, что я, наверное, рассказала, и нам снова об этом повторяет карта. Императрица – это символ нового «я». Это та символика, когда мы можем реализовать какие-то свои проекты, как и творческие, так, кстати, и личная жизнь. У кого-то перемены, и это где-то как на пороге эти перемены, с заходом на август. И кто знает, может быть, в августе какая-то либо личная история, либо ваша история по части ваших достижений или ваших амбициозных планов тоже будет свидетельствовать о смене статуса, по крайней мере, новой возможности. Это когда мы, тем не менее, по карте императрицы, всегда об этом говорю, надеемся сами на себя. Но у вас достаточно сильная позиция. И это, с одной стороны, нужно как и сохранять, и оберегать, так и с другой стороны надеяться на себя. Вот такие карты, ну вообще прекрасно, да. Посмотрите, у вас выпадает двойка кубков, двойка чаш, девятка пентаклей. И совершенно, я бы сказала, обоснованно, что есть, ну вот какая-то змея или какая-то, может быть, и крыса, извините. Я имею в виду, ну как символ, говорят, скрыто кто-то находится, а потом пытается нам вставлять палки в колеса. Вот может быть, такой человек и действительно есть. И вам от этого не уйти. Я бы сказала, наверное, для львов это как своего рода на роду написано. Потому что тот, кто виден, тот, кто заметен, он всегда в центре внимания. И научиться быть великим манипулятором, чтобы не дать
кому-то манипулировать вами. Давайте, хотя уже доставать нет смысла, но тем не менее я попробую достать карту еще неожиданности и сюрпризы. Но теперь уже точно не достаю. Посмотрите, 2 старших аркана. Ваша жизнь действительно меняется. Просто вот эти 2 последние карты, 2 старшего аркана. Императрица и колесница – это сами по себе перемены. И нам говорят, отпускай прошлое. Оно для тебя не имеет значения. Не имеет значения вспоминать о чем-то. Кстати, вот эта змея, которая перевернулась, или вот 7 мечей, ведь это может быть с учетом аркана колесницы человек из прошлого, который о вас что-то узнает. И у кого-то через личную жизнь, может быть, прежняя какая-то история была, вдруг на человека накатило. Или есть какие-то вопросы, которые вас еще объединяют, или которые вы еще пока не закрыли. И он видит вас в новом статусе, мои дорогие. У кого-то новый статус через личную жизнь, и вдруг вы можете встретить предыдущего партнера, может быть, случайно, или какие-то контакты, или дела, повторюсь. И на человека накатило, и он пытается как-то вашу жизнь либо в нее мешаться, или начинает, пространные речи о любви, буквально так, или пытается вас затянуть в какие-то ненужные повторения отношений. Поэтому будьте внимательны. Вот эта 7 мечей у кого-то буквально как, какие-то махинаторы могут проиграться, почему нет? А у кого-то это может проиграться как бывший партнер, которому вы сказали прощай. И неважно, кто меня смотрит, девочки или мужчины. Вы в новом статусе, на пороге ваше солнце. И вам это все по судьбе. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.